Как приготовить настоящий французский гратен dauphinois или по-французски гратен dauphinois? Эта картофельная запеканка, кстати, очень бюджетный рецепт. Сегодня на канале «Вкусная Франция» вы узнаете рецепт гратен dauphinois, его историю и несколько лайфхаков по его приготовлению. Вы готовы? Тогда начинаем! Всем любителям вкусно приготовить доброго времени суток! Меня зовут Татьяна, и вы находитесь у меня на кухне на юге Франции. Если вы впервые на моем канале, то знайте, что здесь мы готовим исключительно французские блюда. А если вы хотите узнать о канале немного больше, то для вас есть специальное короткое видео на главной странице моего канала. Сегодня мы вместе будем готовить гратен dauphinois. Кстати, это блюдо занимает 9 место в десятке самых известных блюд среди французов. Почему оно так популярно? Потому что это блюдо очень бюджетно, совершенно несложное и может служить гарниром к любому мясу, рыбе или птице. Первый спорный вопрос – это в чем варится гратен dauphinois – в молоке или сметане? Чтобы не входить в долгие дискуссии, правильным считается смесь молока и сливок. Сегодня мы будем использовать пол-литра молока и 250 миллилитров сливок, но вы можете взять 50 на 50 или даже использовать больше сливок, чем молока, если вас не пугают лишние калории. Второй спорный вопрос – это появление в гратене dauphinois яиц или сыра. Тут ответ категоричный. В гратене, в настоящем гратене dauphinois ни в коем случае не должно быть ни яиц, ни сыра. Если вы встречаете рецепт, где используется сыр, знайте, это не гратен dauphinois, это просто картофельная запеканка. Давайте быстренько пробежимся по нашим ингредиентам. Итак, как я уже сказала, это молоко и сливки, это картофель, соль, мускатный орех и чеснок. 1 или 2 зубчика, в зависимости от размера вашего зубчика. И также можно добавить, к примеру, лавровый лист или веточку чабреца. Но лавровый лист и веточка чабреца – это добавочные ингредиенты, просто чтобы придать немножко пикантного вкуса. Они в рецепте не обязательны, и в первом настоящем рецепте их не было. Также нам понадобится небольшой кусочек сливочного масла. Им мы натрем стенки нашего блюда, в котором мы будем запекать нашу запеканку. Вот и все. Вот и весь набор продуктов. Сразу начнем с разогрева духовки. Разогревать ее нужно на 150 или на 200 градусов Цельсия. В каком случае, какую температуру использовать, вы узнаете чуть позже. Поэтому оставайтесь на канале. И сразу полезный совет. Я возьму кастрюлю и в нее вылью молоко и сливки. Туда же я положу мой лавровый листик и туда же кину просто раздавленный чеснок. Если вы не хотите использовать ароматические травы, то есть чабрец и лавровый лист, то этот этап совсем не обязательный. Хотя, в принципе, он может пригодиться для всех, так как мы сейчас будем нагревать нашу смесь на совсем слабом огне, и это ускорит варку картофеля впоследствии. Пока молоко и сливки нагреваются и также вбирают в себя вкус чеснока и лаврового листика, мы займемся просто чисткой картофеля.
Очищенный картофель мы кладем в воду, чтобы он не потемнел. Наш картофель почищен, и теперь нам нужно порезать его на тонкие кружочки. Ширина кружочка должна быть примерно 2-3 мм. Делать это можно при помощи простого ножа. Я рекомендую вам острый, естественно, длинный и узкий нож для этого. Если же у вас есть специальная терка или даже электрический аппарат, с которым вы можете нарезать ваш картофель, то не стесняйтесь, делайте с ними. Я буду делать по старинке, то есть вручную нарезать мои кружочки 2-3 мм. Порезанный картофель мы отправляем уже не в воду, а на хлопковое полотенце. Таким образом мы сохраним максимум крахмала, необходимого для гратена. Если вы не нагревали молоко и сливки и не кидали туда чеснок, то на данном этапе вам нужно взять зубчик чеснока и хорошенько натереть ваше блюдо, в котором вы будете запекать гратен. То есть вы натрете стенки и дно. Мой чеснок уже в молоке, поэтому я перехожу сразу к этапу масла. Просто натираю мое блюдо хорошенько маслом. Масло не жалею. Даже если какие-то кусочки масла будут на дне, это ничего страшного. И таким образом смазанное или нет чесноком, но хорошенько смазанное маслом блюдо мы будем выкладывать наш картофель. Промокаем его слегка нашим полотенцем и начинаем выкладывать. Выкладываем наш картофель нахлёст, как бы формируя чешуйки. После каждого слоя мы посыпем слегка солью и потрем немного мускатного ореха. И продолжаем укладывать второй слой точно таким же методом. И последний слой. Последний раз слегка солим и заливаем нашим молоком, процеживая через ситечко. Наш гратен готов к отправке в духовку. Если вы разогрели вашу духовку на 200 градусов Цельсия, то запекаться он будет примерно час, час 10. Это самый быстрый современный способ приготовления гратена дофинуа. Старинный же рецепт рекомендует 150 градусов Цельсия, и в таком случае ваш гратен должен провести в духовке 2,5-3 часа. Лично я сторонник именно такой долгой готовки. И тут же очередная подсказка, пришедшая к нам именно вот с традиционного блюда. Гратен дофинуа можно делать заранее. В принципе, даже нужно. Это одно из тех блюд, которое еще вкуснее, если вы его разогреваете. То есть его вполне можно сделать накануне. А в деревнях вечером его запекали в течение 20 минут, а на следующий день уже заканчивали приготовление. Этот метод очень подойдет к тем, кто хочет с вечера приготовить это блюдо, то есть запечь всего лишь 20 минут, так сказать, прогреть и оставить его до следующего дня, а на следующий день просто поставить его в духовку на 2 часа, и когда ваши гости придут, ваш замечательный гратен будет готов. Давайте отправлять его в духовку.
Пока наш гратен томится в духовке, я предлагаю вам поговорить немного об его истории. Для начала давайте разберемся с названием этой запеканки. И тут сразу же идет очередная полемика, вернее даже не полемика, а заблуждение. Я сейчас вам поясню. Возможно, некоторые из вас учили французский язык в школе и помнят слово «dauphin», которое означает «дельфин». Те же из вас, кто учил этот язык немного глубже, возможно, знают, что это же слово означает «принц-наследник престола». И есть такое мнение, что «gratin dauphinois» переводится как бы на русский язык, но и также объясняется по-французски, как запеканка наследника престола. На самом же деле «gratin dauphinois» появляется в французской кулинарии накануне французской революции, то есть ни о каких принцах речи быть не может. Почему же тогда dauphinois? Если вы посмотрели мой ролик о киш-Лорен, вы помните, что Лорен – это регион во Франции. Так и с gratin dauphinois. Dauphinois – это регион во Франции, старинный регион. На сегодняшний день регион Дофины уже не существует. Одним из самых крупных городов этого региона был Гренобль. Что же касаемо гратена dauphinois, историки могут даже дать практически точную дату появления этого блюда во французской кулинарии. В 1788 году в городе Гренобль произошел бунт. Именно он считается началом французской революции. Это не совсем известный бунт, вошедший в историю под названием «День плитки». Главнокомандующим Гренобля в этот момент был герцог Клерман-Тоннер. Именно он собирал свои войска и защищал, так сказать, город от бастующих. А 12 июня того же года этот герцог дал банкет для муниципальных служащих. Если мы верим, а мы верим историку региона Дофины, именно в этот день название «gratin dauphinois» вошел в письменном виде в историю французской кулинарии. А вот до Парижа он добрался примерно в 1930 году. Именно тогда открыл свои двери ресторан au gratin dauphinois. Лично я думаю, что именно с этого момента этот изумительный гратен стал так популярен во всей Франции. 2,5 часа прошли, и я буду пробовать, не готов ли наш гратен. Чтобы узнать, хорошо ли он приготовился, я использую нож. Нож должен войти в гратен без малейшего усилия. Кстати, забыла сказать, что у gratin dauphinois есть свой собственный веб-сайт. Если кому-то интересно, то ссылку к этому веб-сайту я оставлю в описании к видео. А теперь давайте доставать наш гратен из духовки. Гратен dauphinois готов. Наш гратен dauphinois наконец-то готов. Как я вам и говорила, я предпочитаю оставлять его в духовке 2,5-3 часа при низкой температуре. Дегустировать гратен dauphinois мы будем уже без вас, а вам я напоминаю, что вам нужно подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и на лайк, если этот ролик вам понравился, и сделать такой же настоящий гратен dauphinois у вас дома. Всего вам доброго и бон аппетит!